Всем привет! Вы на канале Мои рецепты и с вами Людмила. Сегодня готовлю очень простое и ароматное печенье к чаю. В миску вбиваю 2 яйца и добавляю 200 грамм сахара. Взбиваю миксером в легкую пену. Затем добавлю размягченное сливочное масло, соль, 1 столовую ложку меда, а также для аромата ванильный сахар и еще раз взбиваю миксером 1-2 минуты. Затем отправляю на водяную баню, чтобы растворился сахар и масло, постоянно перемешиваю ложкой. Через несколько минут на водяной бане масло и сахар растворяются. Затем в горячую массу добавляю пищевую соду и перемешиваю. Масса должна остыть, а затем частями добавляю просеянную муку и перемешиваю. Повторяю еще раз, только в холодную массу добавляю просеянную муку и перемешиваю ложкой. Получается густое липкое тесто и хорошо вымешивается ложкой. Руками тесто вымешивать пока не нужно. Чтобы с тестом было легко работать, отправляю его в холодильник, накрыв пищевой пленкой. Можно на 2-3 часа, а то даже и на ночь. Хорошо охлажденное тесто становится твердое. Достаю его из миски и обминаю руками. Уже через 1-2 минуты тесто становится эластичное, не липнет к рукам и с ним легко работать. Разделяю его на 3 части. 2 части отправляю в холодильник, а 1 часть раскатываю скалкой. Тесто и стол слегка припыляю мукой и раскатываю толщиной 0,5 см. Раскатанный лист теста выдавливаю формочкой для печенья. Если у вас нет формы, вы можете выдавливать стаканом или просто нарезать на квадратики, ромбики или треугольники. Остатки теста собираю в ком, а затем опять раскатываю и выдавливаю печенье. Затем перекладываю на противень с пергаментной бумагой и отправляю в духовку разогретую до 180 градусов. Время выпечки печенья зависит от особенностей каждой духовки, приблизительно 7-9 минут. Из этого количества теста получается целая тарелка ароматного, вкусного и хрустящего печенья. Готовьте по моим рецептам и радуйте своих родных. Удачной выпечки, приятного чаепития. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. До скорых встреч!